Глава 23. Природа Меркурия. Древние мудрецы считали, что Меркурий тесно связан с близнецами и Девой. Эти знаки представляют людей, на самом деле только эти два знака символизируют человеческие формы, тогда как все остальные знаки зодиака имеют нечеловеческие формы. Очевидно, поэтому Меркурий должен иметь очень тесные связи с человеческими индивидуумами. Меркурий связан с двумя знаками, символизируемыми человеческими формами, но эти две формы не идентичны. Они представляют две разные грани человеческой эволюции. Говорят, что центростремительные и центробежные силы лежат в основе божественного проявления. Эти тенденции присущи и половым функциям. На ранних этапах эволюции человека половая дифференциация и взаимное влечение противоположных партнеров, а несколько позже дружелюбие и общительность по отношению к себе подобным привели к возникновению человеческого общества. Это ранние акты человеческой драмы. На этой стадии внутренний человек вовлекается в материю. Высшее стремление индивидуума на этой стадии эволюции погрузиться в низшую материю. Это путь праврити, выходящий в сферу материальности. Эта стадия проявления представлена близнецами. Древние астрологи визуализировали близнецов как пару людей, несущих арфу и булаву. Что может лучше его символизировать путь продвижения вперед в сфере материи? В ходе путешествия души возникает ситуация, когда человек смотрит на своего небесного Отца и жаждет вернуться к Нему. Это поворотный момент. Затем начинается путь ухода, не врите, Марк. Это поворотный момент представлен Девой. В древнем индуистском обществе статус девственницы был очень высок. Даже боги относились к ним с большим уважением. Медитируя над этим символом, человек осознает огромный потенциал божественного творения в молодой деве. Более того, индуистский образ жизни подчеркивал важность материнства. Полнота жизни женщины достигалась только в ее детородной деятельности. Материнство было высшим идеалом, к которому следовало стремиться. Но что такое мать? Она – само воплощение самопожертвования, самоотверженности, страдания и жертвенности, чтобы новая жизненная сила могла быть высвобождена для божественного осуществления. В жизни, когда ученик достигает психологического материнства, стадии парамахахамсы, только тогда он находится на пороге новой божественной жизни. Астрологически дева – это женщина, сидящая в лодке, несущая с собой зерно и огонь. Лодка символизирует вечное путешествие, зерно поддерживает жизнь, а огонь – духовную сущность вещей. Ассоциация Меркурия с Девой, где Меркурий также экзальтирован, указывает на ту стадию человеческого развития, где жертвенность важнее приобретения власти и материальных достижений. Мы уже говорили, что Меркурий жизненно важен для людей. Этимологически древние мудрецы также связывали человека и разум вместе, и каждый даже сейчас считает таинственную природу человека присущей его разуму. Ум есть огонь, ум есть мысль, ум есть будхи, у ума есть неизмеримые глубины. Безграничный охват ума требует для человечества венец проявления Бога. Независимо от того, понимаем ли мы под словом разум, мысль, интеллект, психика или что-то подобное, или же считаем разум божественной искрой, которая делает человека тем, кто он есть. Этот принцип божественного творения, который присущ человеку, есть разум, и он тесно связан с Меркурием. Когда этот дух находится на пути материальности, планета становится тесно связанной с близнецами. Когда он находится на пути духовного возвращения, его символизирует Дева. Между Меркурием и Юпитером существует особая связь. Какой бы знак Меркурия мы ни рассматривали, мы находим знак Юпитера расположен как седьмой от него. Стрелец седьмой от близнецов, а рыбы седьмые от Девы. Но мы также знаем, что Лагна, асцендент, и Калатра, Бхава, седьмой дом, являются положительной и отрицательной полярностями жизни человека. Не нужно слишком напрягать воображение, чтобы понять, что манус, интеллект, должен быть подпитан обучением или мудростью, чтобы быть целеустремленным. В конце концов, интеллект – это всего лишь средство, и если он не направлен должным образом, он бесполезен. Направление интеллекта, будь то на пути вовлечения или отхода, должно исходить от Юпитера. При благоприятной ассоциации между Меркурием и Юпитером можно с уверенностью предсказать, что усилия человека будут целенаправленными и направленными на достижение его конечной цели. Сатурн и Венера, взаимно дружественные планеты, могут преподать важные уроки меркурианскому человеку. Знаки, которыми владеют эти две планеты, 5 и 9 от знаков Меркурия, если считать от близнецов, то Весы 5, а Водолей 9, а Девы Козерог 5, а Телец 9. Пятый дом представляет нынешние усилия личности. Он раскрывает кармы, крияман карму, усилия этого воплощения. Этот дом показывает, как будут работать репродуктивные способности индивидуума на физическом и нефизических уровнях существования. Девятый дом представлен Сачита Пунья, Дхарму, результаты прошлых усилий на различных уровнях действия. Если человек продвигается по пути праврити, погружается в материальность, то влияние Венеры будет велико. Его деятельность будет во многом направляться
материальными соблазнами. Это не очень благоприятное влияние для духовного опыта. Там нет ничего духовного, и поэтому девятый дом будет материальным, печальным и сатурнианским. Но в неврите Марк, представленной Девой, когда человек усвоит горькие уроки печального существования, он будет испытывать огромную радость от отречения, аскетизма и самодисциплины. Для такого человека девятый дом должен быть благоприятным. Этот дом часто становится ловушкой и искушением, ведущим даже к падению ангелов. В этом месте мы хотели бы подчеркнуть, что подводные камни на пути также обозначены гороскопом. Например, для восходящих близнецов Сатурн является правителем восьмого дома, дома скрытых аспектов жизни, а Венера в 12-м, что указывает на расточительные действия. Скрытые препятствия, негибкость, обман и неправильные ценности различных аспектов жизни часто приводят к трудностям у восходящих близнецов, которые имеют тенденцию тратить свое нынешнее воплощение на удовольствие, тогда как опасность для рожденных под знаком Девы исходит от бездействия. Шестой дом, представляющий реакцию на человека, его непосредственного человеческого окружения, которым управляет Сатурн, следует воспринимать как предупреждение. Если человек не приложит все усилия для преодоления влияния Сатурна, он поддастся непосредственным искушениям и трудностям. Его конечная цель – достижение величия души – будет утрачена. Такой человек должен работать непрестанно и даже рискуя своим личным дискомфортом ради блага своих собратьев. Его следует предупредить, что венерианские удовольствия могут заманить его в ловушку, и тогда он может упустить свою славную возможность. Солнце управляет третьим домом-близнецом и 12-м от Девы. Оба они являются домами Бадхака, домами препятствий. Солнце является вредоносным, но оно представляет атму, высший принцип в человеке. Третий также является домом Викрамы, доблести, вирьи, героизма, идхьяри, стойкости. Когда Солнце находится в этом доме, оно получает дополнительную силу. Аналогично в 12-м доме оно может сделать человека полным активности, динамичным и всегда движущимся, особенно в сфере духовности, подразумевая таким образом, что Солнце, душевная сила человека, должна быть всегда в активности, динамичной и всегда движущейся, подразумевая таким образом, что Солнце, душевная сила, должна быть всегда в действии. Лучи атмы, питающие будхи и разрушающие облака путаницы, бездействия, иллюзии майи, должны вести человека к духовным высотам. Нужно помнить, что Меркурий – единственная планета, которая обладает особой силой противостоять солнечным лучам, силе души. Меркурий предоставляет подходящее средство для своего действия и не сгорает, в то время как другие планеты не являются его средствами, поэтому они могут быть сожжены. В этом смысле связь Солнца и Меркурия благотворна. Луна – владыка второго дома от Близнецов и второго дома от Девы. Оба они дома прибыли. Будхи может быть задействован только тогда, когда эмоциональные вибрации человека успокоены. Луна обеспечивает обстоятельства, наиболее подходящие для деятельности Будхи. Когда Луна благоприятна, эмоциональные вибрации человека тихие. Нужно сознательно избегать любых волнений в мыслях, если желательно лучшее влияние Меркурия. Для Меркурия Марс дает особое руководство. Он управляет трудными домами для Близнецов, а также для Девы. Марс ведет меркурианцев к большим высотам, если у них есть огненная храбрость Марса и холодное спокойствие Луны, чтобы нести крест человеческого существования. Без благоприятных Солнца, Луны и Марса меркурианцы склонны быть посредственностями. Здесь вкратце мы попытались указать, что первое, Меркурий представляет собой путешествие блудного сына, путешествие к материальности, а затем неизбежное возвращение к божественному принципу. Второе, интеллект человека должен быть связан с божественной мудростью, атмавидия, Юпитером, чтобы достичь цели своей жизни. Третье, испытания и искушения, представленные Сатурном и Венерой, должны быть объектом наблюдения и должны быть приняты необходимые меры предосторожности, чтобы избежать ям. Четвертое, сила души Солнца должна иметь возможность работать сама по себе, проходя через превратности жизни. Пятое. Эмоциональные вибрации Луны должны быть тихими и спокойными. И шестое. Человек должен обладать достаточной паракрамой, мужеством, чтобы выкроить свою судьбу. Таким образом, должно быть ясно, что после осознания того, что душа, Солнце, в конечном итоге разрушит все трудности на пути проявления и обретя полную веру в непобедимую эффективность своих действий масс, преодоление всех трудностей, человек должен развить мудрость, быть в браке с Юпитером и понимать значение страданий, испытаний и искушений Сатурна и Венера, а также использовать преимущества своего материального окружения Венера для того, чтобы достичь конечной судьбы своего нынешнего воплощения.